Можно я немного поною? Опять поною. Погода в моем стиле. Если что, это зима. Ну, какая есть, но зима, и я еду на мотоцикле. Неспешным и достаточно проходимым. И сразу хочу себе такой на дачу. Даже несмотря на то, что от вибрации двигателя немножечко бубенцы почесываются. Машинка не суперскоростная, и я этому рад. Максимальная скорость 60 в час, и по пересеченке она их выжмет. Но я не буду рисковать. А сейчас магия. Я еду, а мотоцикл не тарахтит, но едет так же динамично. Ответ позже. Товарищи, вы заходили на автоспот.ру, чтобы проверить, сколько стоит ваше ТО? Я думаю, да. Но если нет, не поленитесь, перейдите по ссылке в описании. И посмотрите, какую экономию вы теряете. На сайте можно выбрать свой автомобиль и какое ТО планируется. Далее откроется карта с ценами от официальных дилеров и проверенных сервисов. А это значит, что с гарантией будет полный порядок. Разброс цен, конечно, у сервисов бешеный. Смотрите, разница в 10 тысяч не редкость. А если вы думаете, там только корейцы или японцы, нет. Все машины есть. Китайские в том числе. Ну и чтобы скидка была за вами зафиксирована, оставляйте заявку в 2 клика. Вот, все просто. Ну а чтобы каждый раз не бежать к компьютеру, скачайте мобильное приложение автоспот.ру на телефон, и все скидки будут под рукой. Ну и ссылку я оставил в описании. Так, сразу. Перед вами мотоцикл, перед вами отечественная разработка, перед вами новинка, и вы первые, кто видит этот мотоцикл живьем. Короче, эксклюзив так-то. Ну а я опять себе что-нибудь отморожу. Привык. Начну свой рассказ вот с чего. Сие транспортное средство есть действующий прототип, называется он МБВ-354. И если с 354 мне ничего не ясно, то МБВ есть аббревиатура «Мастерская братьев Вороновых». И как гласит первая надпись у них на сайте, создаем двигатель будущего уже сегодня, развиваем российское производство и укрепляем технологическую независимость страны. На первый взгляд это изделие похоже на сотни других изделий, и многие реально пройдут мимо. Ну блин, тут все как у всех, даже цвет зеленый. Скажем, рама — замкнутый трубчатый металлический каркас, сваренный из труб. И это неплохо ни разу. Такая конструкция проста в изготовлении, но при этом достаточно прочное на кручение и изгибы при максимальных нагрузках. И если что, легко все восстановить. Ну, если что. Подвеска маятниковая. Мне такая нравится. Опять же, делать ее проще. Она проще в обслуживании. Про надежность не ведаю. И вот, диски тут такие, а резина низкого давления, ну, скорее всего, от квадрика. Спереди 2 вертикальных амортизатора, есть и шарниры на сайлентблоках. В теории такая конструкция зарекомендовала себя надежной и простой в эксплуатации и ремонте, а также способна нести повышенные нагрузки, в отличие от телескопических вилок. Задняя также маятниковая, единственное, рычаг подлиннее будет. Кстати, колеса взаимозаменяемые. Тормоза дисковые, гидравлические, привод на заднее колесо, а может быть привод и полным. Нет никакого секрета, что в движении мотоцикл приводят электромоторы, поэтому это гибрид.
Ну а что, технологии-то не стоят на месте. Сам электромотор синхронный на постоянных магнитах мощностью 3 киловатта. Также в конструкции есть планетарный редуктор собственного производства. Привод на заднее колесо осуществляется цепью. Цепь, применяемая в конструкции, имеет резиновое уплотнение каждого звена для удержания смазки в ролике и препятствия попадания грязи внутрь шарнира. А теперь самое интересное и заслуживающее уважения. Двигатель дизельный 1D35. Это полностью отечественная разработка. Я даже больше скажу. Производят его у нас. Он одноцилиндровый мощностью 9 лошадиных сил. Мастерская братьев Вороновых при финансовой поддержке АО НПФ «Сигма» разработали мотор, который можно использовать в любой отрасли, где требуется небольшой, но надежный отечественный моторчик. Весит он, кстати, менее 40 килограммов. Генераторы, помпы, косилки, небольшие трактора – вот где он пригодится. Ответьте себе на вопрос, а лучше вспомните, когда в нашей стране последний раз выпускали малокубатурные дизельные моторы. Не старайтесь, не вспомните, а тут литье сами, фрезерование и прочее сами, сборка сами, полный цикл. Еще по мотору. Тут применен однокулачковый распределительный вал, который управляет газораспределением и подачей топлива, а также масляного насоса, использующего одну собственную шестерню и шестерню привода распределительного вала. На этом магия не заканчивается. Еще легким движением руки мотоцикл превращается в генератор. Честно, многовато сюрпризов для одного маленького зверя. И, собственно, в этом кофре и спрятано оборудование. Что туда класть, решайте сами. А вот розетка на 230 и инвертор ждут там постоянно. Сколько электричества может выдавать этот самодвижущийся генератор? До 2,5 киловатт и в поле. Этого более чем достаточно. Естественно, в конструкции есть и аккумуляторная тяговая батарея. Она скрыта под сиденьем в самом высоком месте и имеет влагозащиту, что логично. Бортовое напряжение 72 вольта. Что еще? Грузоподъемность 200 килограммов, багажник есть и над передним колесом, по бокам можно кофры повесить. Бак на 5 литров. Немного. Но кто вам мешает дополнительные канистры взять? А знаете, какой расход топлива? Литр в час. Да, кстати, снимаем мы во втором павильоне музея гаража особого назначения, где очень много прекрасных мотоциклов. А недавно здесь открылась выставка, посвященная Байкальской миле. Мотор завести несложно, но стартера тут нет. Есть стартер-генератор. Опять же, экономия веса, если что. Так, открываем топливный краник, открываем декомпрессор, выставляем немножечко подачи топлива, раскручиваем. И все. Первую передачу. Шучу. Как уже говорил, максимальная скорость 60 км в час, и урчащий моторчик работает в качестве генератора, заряжает тяговый аккумулятор. Если его вырубить, скорость не упадет, и можно на одной зарядке спокойно и тихо проехать 10 км. Как только батарея покажет разряд, моторчик зазвучит, его заряжая.
Ну что сказать, руль высокий, посадка удобная, сижу как на стуле, и мне вполне комфортно, даже осознавая, что я еду на электрическом мотике. Мотоцикле. Не люблю я все это. Но это чисто мое мнение. В целом ощущается транспортное средство надежным. Фактор проходимости с такими баллонами играет на руку для людей, которые в свою жизнь интегрировали всевозможные хобби. Рыбалка, там, грибы, охота и просто работа у ленточки. МБВ-354 может преодолевать подъемы и склоны до 30 градусов. Готов к эксплуатации в условиях низких и высоких температур. От минус 25 градусов до плюс 40 градусов Цельсия без подготовки. И от минус 50 до плюс 50 градусов после специальной подготовки. Ну что сказать, обращаюсь к создателям, братьям Вороновым. Работайте! И если что, мне такой нужен. Говорил? Повторяюсь. Да и не только мне нужен, если что.